Начну этот ролик с вопроса к зрителю: какая у тебя цель в жизни? Каждый человек ответит на этот вопрос по-разному. Но представьте, что вы живете обычной, монотонной жизнью, в ней нет совершенно ничего примечательного. Но вашей целью в жизни было счастье. И в один момент вы чувствуете, что больше так не можете. Вы понимаете, что хотите просто сбежать куда-то. Куда-то очень далеко от реальности. Об этом сегодня я вам и поведаю. А вернее, такую историю рассказывает нам игра Broken Dream. Игра, которая при первом прохождении заставила меня почувствовать различные эмоции и подумать о разных вещах. Ведь даже если мечта жить счастливой жизнью кажется не такой уж и сложной, все может оказаться более сложно и запутанно. Игра начинается в США, в штате Луизиана, в 2030 году. Мы проживаем простую, не выделяющуюся жизнь в своем небольшом домике. Поначалу все идет весьма неплохо. Мы стабильно работаем, питаемся, занимаемся бытовыми делами и в свободное от всех дела время смотрим телевизор. Но спустя 10 лет такой жизни, герой, от лица которого мы играем, скорее всего выгорает, либо же ему просто надоедает такой уклад вещей, что приводит его к постепенному разрушению. Но просмотр телевизора не оказался и таким уж бесполезным. На телевизоре показывают рекламу чудо-таблеток, что помогут вам сбежать от реальности и наслаждаться своими сновидениями вечно. И наш персонаж незамедлительно их приобретает. Вот и наступил момент, когда посылку доставили, и наш герой со словами «причин это откладывать уже нет» принимает таблетки и погружается в мир своих снов. Отсюда и начинается наше приключение внутри нашей же головы. Театр облаков. Это название первого сна, в который мы попадаем. На что бы ты ни поглядел, твой мозг может изменить. Сны не следуют правилам реальности. В этом сне довольно яркое небо и играет размеренная, умиротворенная музыка на фоне. И добавлю, что это мой самый любимый сон в этой игре. Здесь нам предстоит обойти несколько построек изнутри и найти все компьютеры, чтобы отправиться дальше. Но перемещать между сооружениями нас будет небесный поезд, ну или же просто паровозик. Сразу же, как мы находим последний компьютер, нас перемещают в другой сон. Детские сны. Hello class, my name is Miss C and I'll be your teacher. Такое имя дано второму по счету сну, и, если честно, я так и не уверен, как его правильно назвать, так как перевод сна можно понимать по-разному, но пусть будет то название, что дал я. Этот сон представлен школой, и, по-видимому, школой лишь для детей начальных классов. Немного изучив окружение, мы приходим в столовую, где за стеклом висят часы. На часах настраиваем время на 8:15 утра. Настроив часы, мы начали занятия, поэтому быстро возвращаемся к себе в кабинет. Но хоть я и сказал, что нужно возвращаться в кабинет, я побежал искать записки. Это вот такие черные книжечки, их собирать не обязательно, но я собирал. Вернувшись в класс, начинается урок. И наш преподаватель не то чтобы выглядит как преподаватель. Зовут ее миссис Заботящаяся. Впрочем, думаю, лучше будет, если она так и останется миссис Си. В конце диалога мы проронили такую фразу, что хотим повидать мир. Это нужно запомнить. Уроки кончились, наступила перемена. Но мы не хотим выходить и играть с остальными детьми. Но и остаться тут не можем из-за правил. Поэтому, соблюдая законы этого мира, быстренько бежим опять настраивать часики на то время, которое нам требуется. Но нам также говорят не попадаться на глаза другим взрослым. И этих самых взрослых мы сейчас и увидим. Вернее, он вот один. Настроив все часы, начинается второй урок – рисование. И мы успешно нарисовали домик. Нарисовав домик, мы попадаем в мир наших мыслей.
Это и вправду мой сон. Помню, тогда я очень много рисовал. Рисовал и в школе, и дома. Тогда я не чувствовал себя одиноко, рисуя в одиночке, так что мне не нужно было много друзей. А что еще я рисовал? Пробудившись от наших мыслей, наступает конец учебного дня, что свидетельствует о том, что нам пора домой. Почему ты никогда не хочешь играть со своими друзьями? Следующий сон – травянистый пляж. И здесь нет ничего особенного, от слова совсем. Просто соберите все воспоминания, которые находятся в разных местах карты, и пройдите дальше. И именно после этого сна дело принимает резкий поворот. Это место серое, бесцветное практически. Надеюсь, мы хотя бы одни здесь будем. Но, как мы увидим позже, не будем мы здесь одни. На текущий момент сказать, что это за существа бегают за нами, затруднительно. Единственное, что нам говорят, что бегать против них нельзя, потому что если мы побежим, они просто будут ускоряться вслед за нами. И бегать будут они быстрее нас. Бродя по этим серым помещениям, нам требуется найти 12 монет, чтобы получить пропуск далее. Найдя все 12 монет, отправляемся к аппарату для монет и вставляем их. И наконец-то мы можем покинуть это место. Что я должен сделать, чтобы получить сон, который будет просто умиротворенным? Ни кошмаров, ни тьмы. О чем мне следует думать? Мне не стоит пытаться сбежать от своих мечтаний. Я стараюсь сбежать от реальности. Куда меня забросит в следующий раз? Что ж,
Первая глава кончается тем, как мы смотрим на силуэты небоскребов, находящихся под каким-то пузырем, и небольшим показом какой-то комнатки. Но что ждет нашего героя во второй главе, которая на момент написания сценария вышла 4 дня назад? Этот ролик посвящается лишь первой главе, а вторую я решил разобрать отдельно, так как автор игры должен выпустить еще и третью, но она находится на стадии разработки. Также я думаю, что сделаю большой ролик по всей игре, как третья глава выйдет в свет. Ну а пока что на этом все. Всем пока и спасибо за просмотр.